Всем привет, меня зовут Арина, я художница Рицарти, и в этом видео мы вместе отправимся в мой 2016 год. Прошло целых 10 лет, и это настоящее сумасшествие. Сейчас как будто бы всех охватила ностальгия по этому времени, поэтому я собрала здесь старые дневники, блокноты, и через рисунки, которые я тогда делала, через записи, вы сможете познакомиться со мной поближе. Да и я на самом деле тоже смогу поближе с самой собой познакомиться, потому что на самом деле 10 лет — это тот самый возраст, когда на нас еще не давят социальные установки, ожидания, и поэтому все наши желания, они искренние и настоящие. Кстати, чтобы сделать это видео еще интересней, в конце я перерисую один из своих артов, который сделала 10 лет назад, поэтому давайте начнем. Сколько тут блокнотов? Так, начнем вот с этого маленького. Здесь написано London. Is the capital of Great Britain, естественно. Во-первых, посмотрите на дизайн этого блокнота. Он буквально кричит 2016 годом. Я не знаю, но прошло 10 лет, мне до сих пор нравится. Возможно, я правда сама умираю от этой ностальгии. Боже, я как будто бы, знаете, сериал «Сплетница». Я сейчас возьму ручку с таким помпончиком пушистеньким, розовеньким и буду писать свои записи. Если честно, I think I'm going to cry. Потому что первое, что я увидела, когда открыла этот блокнот, это вот этот разворот. Я нарисовала себя, YouTube, свой YouTube-канал, наверное, который я тогда создала и который я, видимо, удалила. Прошло 10 лет, и я снимала про свои размышления там о будущем отдельное видео, которое вы можете посмотреть. И там я сказала такую вещь, что в какой-то момент мы можем очень долго отрицать то, что нам действительно нужно, но рано или поздно это нас настигнет. И мы будем вынуждены признать то, что мы, возможно, идем не той дорогой, и то, что мы закрываем глаза на нашу мечту. И для меня, 10-летней, все было очевидно. Я уже знала, чем я хочу заниматься. И потом, когда я становилась старше, я придумала себе какие-то отговорки, взрослой профессии и так далее. Но я всегда хотела быть ей. Ладно, давайте посмотрим следующий разворот. Обещание самой себе на 2016 год. Собрать 1000 подписчиков на канале. Зритель встает и уходит. Ладно, цель вторая. Снимать с хорошим качеством свои видео. Так, надеюсь, что я выполнила эту цель за 10 лет. Особенно сегодня с этим фильтром. Вы можете видеть такой небольшой комикс. Это реально я, кстати. Вот, учитывая то, что у меня сейчас кудряшки, я вот так и выгляжу. Затем 10 лет я задаюсь по-настоящему экзистенциальный. Я писатель? На самом деле, до сих пор я не нашла ответ на этот вопрос, но писать я любила. И, в общем-то, на этом все. Одна из моих главных фишек, наверное, это начинать какой-то блокнот, заполнить несколько разворотов и оставить его пустым. И больше не возвращаться к нему. Вы в целом такую тенденцию будете наблюдать и в дальнейших рассматриваемых мною объектах, поэтому переходим к ним. Я нашла вот такую вот книжечку, разумеется, в ней заполнено только несколько страниц, но мне нравится первая страничка, на которой написано «Возьми совесть, чтобы не читать мой блокнот». И вот такая вот девочка. И пустой блокнот. Кстати, вы можете видеть наклеечки с ведьмами. И, честно вам скажу,
У меня, мне кажется, была небольшая гиперфиксация на ведьмочках, потому что, вот знаете, девочки делились на несколько типов в детстве. Одни хотели стать принцессами, другие феями, и третий тип — ведьмами. И я настолько любила ведьмочек, что когда я ходила на танцы, у нас был номер, и там я играла главную роль ведьмочки. Ну и по иронии судьбы, когда я сделала короткую стрижку, меня все стали сравнивать с Сабриной маленькой ведьмой. Мне кажется, что просто образ ведьмочки, он меня преследует с детства. Ну и, в общем-то, я и не против. У меня откуда-то выпало. Так, приготовьтесь, сейчас будет очень сильный ностальгический удар. Я смотрю на них и буквально возвращаюсь на 10 лет назад. Мне кажется, мне нужно туда. Вы не представляете, ну, возможно, если мы с вами из одного поколения, то вы представляете, насколько легендарна эта вещь. Боже мой, как все сходили с ума по этому блокноту. И самое главное, я смотрела, как люди заполняют на Ютубе этот блокнот. Ну и, конечно же, там не все будут развороты заполнены. Учитывая то, что я решила купить вторую версию, это вот история про перфекционизм. Мне не понравилась одна страничка, я все. Сразу мне нужно что-то новое, потому что все плохо. Итак, давайте посмотрим, что же находится внутри этого блокнота. Такой вот арт. Я не смогла заставить себя сломать корешок этой книги, поэтому я решила нарисовать, как я ломаю корешок. Закрась всю страницу. Вот так я решила закрасить. Даже если странички пустые, я просто хочу показать вам, что вообще внутри этого блокнота. Если вы хотите видео, в котором я заполняю страницы в этом блокноте, обязательно напишите в комментариях. Задумка этого блокнота, она необходима, она была нужна. Это помогает бороться с вот этим перфекционизмом, который сидит у тебя в голове. А когда ты смотришь задание «Вырви страницу, скомкай и выбрось», это шокирует. Но это настолько облегчает в моменте твое состояние. Попробуйте обязательно. Мне кажется, я поняла, что мне заново нужно заполнять страницы в этом блокноте, потому что мне кажется, что вот этот блокнот — это один из видов терапии. Но у меня есть еще второй вариант. Вот такой вот рисуночек. Так, а давайте посмотрим, куда нас ведут вот эти закладки. К пустым разворотам. Это правда пустой блокнот? Почему я его не заполняла? Я в шоке. Посмотрим следующий блокнот. Господи, он даже пахнет 2016 годом. Так. И вот это оформление, я не знаю, мне нравится все. Возможно, потому что я испытываю теплые чувства к этому периоду моей жизни, но в этом есть какая-то особенная красота. Итак, прочитаю, что я пишу на странице «Несколько слов обо мне». И вот такая фотография. Это я в образе с танцевального номера. Привет, меня зовут Арина, мне 10, но скоро исполнится 11. К слову, я еще в детстве обожала квадратные скобочки. Я очень креативный человек. Я играю на фортепиано, пою, рисую, танцую, а еще очень сильно люблю снимать разные видео и фильмы, особенно на английском.
В 2016-2017 году я хочу снять первый нормальный, хороший фильм. Я напоминаю, мне 10. Мой любимый рецепт, и здесь пусто, потому что в 10 лет, что в 20 я не люблю готовить. В 10 лет я посмотрела Гарри Поттера и погрузилась в эту вселенную. Они, кстати, здесь такие смешные вообще. Счастье — это попасть на ВК-фест 2016. Вот, я нарисовала здесь себя, и да, тогда, в общем, мы с мамой отправились на ВК-фест, я ее тогда уломала. И для меня это было вообще что-то вроде праздника. Пометила блогеров. Потому что, да, я была маленький блогер. И с ВК-феста у меня сохранилась куча разных фотографий. Посмотрите, это я. И это тоже я. Сидит такая модная. Моя сладкая жизнь. Ну, кстати, мне захотелось эти конфеты попробовать. Слушайте, я думаю, поищу на маркетплейсах вот прямо после того, как закончу снимать это видео. Девочки такие девочки. Отдельная эпоха — это журнал Elle Girl. Боже мой, это... Я погружаюсь все сильнее и сильнее в этот период. Мои советы самой себе. А теперь давайте узнаем, что 10-летняя версия меня посоветовала самой себе. Первое. Быть таким же прекрасным, дружелюбным, красивым и милым человеком на свете. Моя 10-летняя версия знала меня гораздо лучше и меньше к себе придиралась, чем я сейчас. Ну, для приличия в квадратных скобочках, опять же, я написала ахахах. Да ладно, я пошутила. Я, конечно, не верю в мистику, астрологию и так далее, но вот этот знак зодиака, должен о чем-то говорить. Выучить English ради мира всего. Ради мира всего English я за 10 лет выучила. Третье. Короче, прям большими буквами. Быть просто хорошим человеком. Это очень мило. Мне нравится, что в 10 лет я понимала важность оставаться, неважно, что происходит в мире, хорошим человеком. Здесь все, что нужно для счастья. Я помню тоже такие штучки. Что же мне нужно? Храбрость, любовь, сила, вера, надежда, страсть, упорство, мечта, терпение, оптимизм, мудрость, искренность, дружелюбие и нежность. Я возьму упорство, силу, веру и любовь. И, наконец, 4-й совет – быть одновременно умной и красивой. Любимое животное. Я люблю многих животных. И, к слову, здесь буквально 2 мордашки. Это чихуахуа. Кролик у меня уже был. И я вот все думаю, завести ли мне чихуахуа. Мне кажется просто, что она мне очень подходит по... Такая вот еще есть картинка. По вайбу. Вот сумма в месяц, которая нужна мне для полного счастья. $1 миллион. И это, напомню, курс 2016 года. Главное, побольше ноликов. И в чем она не права? Еще один разворот, посвященный Гарри Поттеру. Я не знаю, где я нашла эти красивые картинки, но вот. Снова сладости. Мне вот это понравилось. Романтичное настроение. Знаете, посередине нужно было добавить фото какого-нибудь интересного персонажа. Я очень любила конфеты Dove. Да и сейчас, мне кажется, люблю. Вот так я умею рисовать. И здесь я изобразила себя. И я думаю, что именно эту работу я сейчас и перерисую. Рисовать себя — это очень интересный экспириенс, потому что в процессе создания работы ты начинаешь задумываться о том, как вообще себя воспринимаешь и что в тебе самое главное, что хотелось бы передать через арт. Сейчас вы видите набросок, а чтобы посмотреть на итоговую версию, переходите в телеграм-канал. В этом блокноте все. Остальные развороты я решила не заполнять. Но остался последний блокнот, и его я могу назвать первым скетчбуком.
Кстати, начала я его вот буквально под конец 2016 года. Даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, 50 рублей. Посмотрим, что тут за комикс. Люди такие глупые. Под конец 2016 года я, видимо, стала превращаться в Нитокусю, таинственную и мистическую. Набросок головы. Летающая голова — это классика вообще. Бродячие псы — это тоже легендарный момент. Я посмотрела Шерлока от BBC. И это была моя долгая гиперфиксация. Это я пробовала нарисовать Джона Ватсона. Это я первый раз заказала вот эти маркеры. Кажется, они назывались копики, но мне кажется, что у меня не копики были, но по ним тоже все сходили с ума. Вот. Но мне, кстати, до сих пор не получается ими рисовать. Снова Джон Ватсон. Что-то неудачное, видимо, у меня, потому что я заклеила. Такая вот креативная страничка тут. Ну, кстати, это реально я. Такая вот еще есть девочка. Это мои мысли по поводу 14 февраля в 11 лет. Мне кажется, я увидела у кого-то способ рисования носов именно так, и вот решила попробовать. Итак, снова комикс. В детстве мне всегда нравилось быть актрисой. Ровно до того момента, как это перестало быть игрой и превратилось в способ выживания в этом мире. Конец. Ну, я думаю, что здесь вы узнаете его даже по одному глазу. Ой, ну, кстати, вот это мило. Прикольно выглядит. Так, тут какие-то маленькие вырезки. Мне кажется, что здесь, вот потому даже, если судить, как я рисую, виден эффект художки, точнее, окружения в художественной школе. Все, да, началась вот та самая стадия. Аниме-ярмарки. Вот вы и узнаете поближе меня. И познакомитесь с моим прошлым. Кстати, вот эта девочка мило выглядит. Какой он смешной тут. Это снова из «Бродячих псов» персонаж Акутагава Рюноски. Ой, ну все. Эффект художки виден еще сильнее. Это я пыталась придумать своего первого персонажа, но как-то не шло. Зато сейчас у меня есть две мои любимые героини, про которых вы можете узнать вот в этом видео. Там спидпейнт, арты с ними, и я рассказываю историю. И на самом деле я нигде так много про них не рассказывала, как в этом видео, поэтому если вам вдруг интересно погрузиться во вселенную моих персонажей, вот, переходите. Я, видимо, решила называть ее Инни, хотя изначально я точно помню, что у меня была гениальная задумка назвать героиню с красными волосами Вишенкой. Так, а что здесь? О, как. Итак, я показала вам все свои блокноты с рисунками, записями, которые у меня были в 2016 году. Мы окунулись в эту атмосферу ностальгии. Надеюсь, что вам понравилось. Кстати, в комментариях напишите, каким был ваш 2016 год. А если хотите посмотреть
как я рисую сейчас. Подписывайтесь на этот телеграм-канал. Там я достаточно часто появляюсь, выкладываю работы, делюсь размышлениями. Спасибо большое за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока!